Ты кто такой? Вампир. Умри, значит. А чё? А, это он высасывает здоровье. Вампирская семейка, да, у вас тут? Я вас ни от чего не отвлек? Сеньоры и сеньориты, приветствую, с вами сэр Холмс. Я продолжаю прохождение Моровинд, Тамриэль Ребилд именно. И мы на пороге Данекафел, древних данмирских руин, близ Акаморы. Я тут уже бывал, но бывал, так сказать, не с той ноги. Очень торопливо, очень поспешно и, откровенно говоря, в страхе убегал от местных всяких призраков и прочей высокоуровневой нежити. Оу. Иллюзия. Ладно. Посмотрим, что эта иллюзия нам даст. Мертвые искатели приключений тут повсюду. Деревянная дубина у него была. Немного, да, навоевал с этой дубиной? Вот, а сейчас, да, я хотел бы это сделать более неспешно, более внимательно. О, дамантиновая катана. Она тяжелая? Ну, ладно, пока... А что-то она какая-то короткая. И вообще на катану не похоже. Ну, пока карман, в общем, не тянет, возьму. Так, ну... Нападет на меня Дримора какой-нибудь? Это что такое? Здравствуй, здравствуй. О, еще один в Акиздасе. Акиздаши. Дайдрический. Спасибо и на том. Надо сохраниться, а то вдруг еще один вылезет. Окей, здесь. Исследовано. Надо будет не забыть, что там иллюзия. Это, похоже, вампиры. Да? Вампиры есть. С него аж 2 праха вампирских впало. Доэдрические артефакты. Очень интересно. Это что, получается, вампиры-контрабандисты? А чей тут саркофаг? Припасы, припасы. Серебряное оружие. Вампиры пытались его изолировать от самих себя. Какая интересная тут живность.
Ладно, я пока сюда не хочу, я хочу туда сначала. Сюда вернусь потом. В этом, да, на кафеле, похоже, чего только нет. Так, что у меня тут? Огненные стрелы у меня есть. Вот, пойдут такие электрические. Да, я, конечно, мощный стрелок. Тут у них и переночевать можно. Да, слушайте, убеждаюсь все сильнее, что слишком давно я тут был и совсем уже не помню этого места. Да и учитывая то, как я тут быстро бегал, убегая от этих всех, поняв, что они мне еще не по плечу, у меня и не было особо шансов что-то запомнить здесь. Слушайте, ну да, вампиры, контрабандисты, дедропоклонники. Чего только тут не намешалось в этом данном кафеле. Ха. Осквернили священное место, читай, своим присутствием, да? Ну тут на самом деле целый город, это я помню. Вот и духи предков. Смотрите, дух разносчика чумы становится уже чуточку ясней по поводу судьбы этого места. Ты на меня летишь, да? Раз я провалился в самом начале, я думаю, что целесообразно снизу вверх исследовать это место, а не сверху вниз. Поэтому сюда пока не полезу, полезу туда. А, ты поплотнее, смотри-ка. Ну, серьезно. Взял, заспойлил мне великий камень душ с собой. Вот почему бы тебе не хватило большого камня душ? Да, кстати, у меня тут баг с ценами на камни душ. Они фактически меньше стоят. Заброшенные туннели. Я не хочу в заброшенные туннели пока лезть. Тут слишком все обширно. Так, а это куда? О! Это в город, да? Ай. Ну, город я хочу попозже тоже исследовать сначала. Подземный комплекс. О, а что ты без штанов? Красиво, красиво, конечно. Но не практично.
Дай-ка я его. Это обычный призрак. Он куда идет? Он идет в обычный камень души. Так, а это куда? Тоже Данек ФЛ. Да, руины и правда обширны. Но будем все делать последовательно. Смотрелся, теперь снова сюда. Я знаю, что ХП уже все восстановил, но пока исполнение маны действует, я продолжаю прокачивать школу восстановления. Так, а здесь... Все весьма запутано, но я пока плюс-минус понимаю, где нахожусь. В таких местах обычно прячут что-то, но не в этот раз, да? Вот как. Ну что ж, время проверить забытые туннели. Эта левитация, кстати, приятнее, что быстрее летаю с ней, чем с левитацией на колечке. Собственно, левитация мне и тут помогла справиться с вампиром, с этим. Знаете, чувствую себя каким-то археологом фэнтезийным. Осветим это место немного. Еще один с дубиной. Что вы как-то неподготовленными сюда явно лезли, ребята. Кстати, особо ничего интересного-то не вижу, чтобы сюда лезть. Две мирские сапоги тебе не помогли, дружище.
Знаете? Это ведь отдельный тип данжей в Tamriel Rebuild. Древнеданмерские поселения или киммерские. Ого. Шикарно. Так. Опять же наружу. Наружу я пока не хочу, я тут еще не все изучил. О. Ну чё это ты там плаваешь? А, за жемчугом нырял. Забавно, забавно. Так. Тут надо больше света явно. Тут ничего. Тут я уже проверял все. Ну, заброшенные туннели выглядят не очень обширными по итогу. Имперец. Так, что ж, осталось исследовать вот эти туннели при входе. И все. Это... Да, вот сюда, насколько я помню. Да, вот они. Вот этот проход оставался неизученным. Я помню. Ух ты. Вот она, иллюзия. Хм, такая заначка. Так. Ну там ничего уже нет. Имеет смысл только сходить сюда, да? А, это, собственно, и был единственный путь. Все, понял. Ну что ж, теперь можно и в город.
Давайте вот этим путем. Тут я был? Да, тут я был. Неплохо так маны потратил. Но в конце концов надо же как-то расходовать всю эту коммунику и так далее. Так, немного не в том месте, где собирался, вышел, но ничего. Не критично. Духи бесятся. А, то ты на меня нападаешь, да? Прищучу-ка тебя на всякий пожарный. Дух предков. Это уже третий несостоявшийся искатель приключений тут лежит. Может, кстати, что-нибудь другое попрокачивать. Alteration у нас. Изменение. Это тоже сила воли же, да? Надо, наверное, какие-то заклинания побольше маны, которые потребляют, использовать. Вот такие дела. А что у тебя две кирасы? Забавно. Так, я нахожусь сверху, да? Еще есть нижний город. Обширно, обширно. В прошлый раз я явно это все изучал куда менее тщательно. Это же акведук, да? Да, Данмеры-то могли в архитектуру раньше. Монументальную такую. Ух ты. Вот это красиво. Все это очень сильно мне напоминает Некром. Сами понимаете почему, наверное. Все эти духи. Тут они агрессивные, конечно. Так, еще у нас есть что-то там наверху. Надо не забыть. Интересная статуя. Вот кого она изображает, как думаете? Клыки у нее? Ну, это, возможно, даже не кто-то из Даэдра. Я бы даже сказал, что, скорее всего, это не Даэдра. Но все еще интересно. Есть идея? Если да, не стесняйтесь высказывать. Да, тут большинство дверей забаррикадированы, потому что уже все с землей тут поросло.
Отлично, попал. Но он остался жив. Сам прилетит, если надо. А хотя, он сейчас статичен. Ладно, не буду первым на них нападать. Что-то не хочется мне это. Драма. Заброшенное оружейное. Поехали. Поехали. Может, артефакт какой найду. А, вампиры тут уже вооружились алебардами всякими, смотрю. О, слушайте, это какая-то сильная вампирша. Так, давайте-ка подумаю, что бы можно было сделать. О, давайте-ка я призову Хаяма первого или Хаям Ая. Пусть отплатит свой долг. Он уже стал обычным Дейдротом. Ого! Тихо, тихо ты. Спасибо. А что со мной происходит? А, это... Собственно, призыв Дейдрота. Ну, это явно было боссом. О, все. Камни душ мои снова здесь. А, ого! Вот это алебарда. Восстановить здоровье, поглотить запас сил, урон огнем и ослепление. Что приятно, это древковое оружие. О, постоянный эффект. Укрепить атаку. Амулет точности. Давай сюда. Протокрабовые доспехи. Ну, алебардами, кстати, я давненько уже не сражался. Это приятно. Ну вот, считайте, уже не зря пришел сюда. Да? Хаям первый. Ага, я понял. Это стальной древний данмирский меч. Кимерский. Железные слитки. Тихо-тихо, не рычи так. Все в порядке, все хорошо. О. Перезарядимся. Нечего перезаряжать. Попрактикуемся. Ох, это будет максимально бестолково сейчас.
Так, это минимальная, да? Давай, от 1 до... Не знаю, от 2 до... А, подожди, оно же может сломаться. Я бы не хотел, чтобы это ломалось. Вот кольцо можно попробовать это зачаровать. А может тут найдется что-нибудь попроще? Там, не знаю. А, человеческая плоть, ну конечно. Руины Кемелзе, вампиры, искатели приключений. О, скрибовый пирог. Я знаю, что он тут, наверное, не лучший самый, но... Черт с ним, перед скрибовым пирогом трудно устоять. Сколько черепов. Уж эти вампиры. Вау. Вот, сейчас давайте потренируемся. Просто никогда это не делал, хоть какая-то практика будет, так сказать. Вот. Alpsimian Intervention. Окей, попробуем. Я смогу? Зачарование. Так, тотальное число зачарования, которое будет стоить, чтобы скастовать. А. Вместительности не хватает, понял. Ослепление на себя. Так, камушек сломался. О, зачаровал. Ослепление на себя. Даже стоимость не увеличилась от моих зачарований бестолковых. Призвать кинжал. Тоже на вот что-нибудь такое. Заряд, да, и стоимость. Ну так-то это выглядит неплохо. Кинжал на 250 секунд. Давай еще раз попробуем. Так. Ну тут душонка уже такая. Тут чё? Душонка помельче, поэтому... Кинжал только на 120 секунд можно призвать. Ну, если бы, конечно, у меня получилось вообще. Так, ладно, это оставлю все. Ну окей, окей, буду знать хотя бы, как это делается.
Правда, с моим-то навыком зачарования лучше и не пробовать даже. Я давно уже думаю о том, что надо найти какого-нибудь хорошего зачарователя и... О, все-таки он от меня хиляет, смотри. Хорошая алебарда. И зачаровать свои стеклянные доспехи. Ну, я тут еще акробат, да? Может быть, переночевать? В этом вампирском логовище. А, давайте. А то в темноте ориентироваться уже сложнее. 8 часов сна. И снова в путь. Так, похоже, пора спуск. Хотя... Нет. Или да, или потом, напоследок уже туда, да, наверное, напоследок. Вдруг там есть какие-нибудь легитимные, мое любимое слово, пути туда. На самый верх. Так, в теории я могу найти что-то здесь. Нет. Не здесь. Ну, может быть, здесь. Ректорская. Так это переводится? Ректори. Ах ты мерзкий. Скорость повредил мне, да? Заманчиво. Бриллиант лежит здесь. Но мы с вами знаем, что сулят бриллианты, находящиеся не в контейнерах. Как и жемчужины. Гемофобия, да? Боязнь драгоценных камней. Развилась во мне благодаря Моровинду. Правда, не замечал симптомов в реальной жизни за собой. Но, в принципе, я и
Драгоценных камней-то в реальной жизни не часто встречаю, признаться. Ох, красиво. Ну а, друзья, не забывайте, если видите драгоценный камень, будьте готовы, что если вы его возьмете, на вас может напасть. Ты кто такой? Вампир. Умри, значит. А чё? А, это он высасывает здоровье. Вампирская семейка, да, у вас тут? Я вас ни от чего не отвлек? Круто. У меня уж такой есть, но он подешевле. А, ну это потому что мне по дешевке, видимо, его продала моя патронша из гильдии магов и Каморы. Так, это... По касанию жалко, что так-то можно было, если бы... Это заклинание действовало на расстоянии. Вполне себе пульнуть во врага, прежде чем с ним драться. Высосать у него всякую там приятную штуку. Собственное пользование, так сказать. Алтарь. Джала, Яла. Что это? Набура Тая, а что это такое? Уникальный какой-то рубин. Какой-то ритуал, похоже, тут проводился, да? Ладно, это драгоценный камень похож на квестовый. Не буду его никуда продавать. Выложу у себя в старом Эбенгарде. Так, сразу же я забрал пепел, да? Собрал. Летит, летит. Нет, интеллект она не укрепляет, к сожалению. Скорее, наверное, даже наоборот. Маловероятно, что ты поумнеешь, уплетая эктоплазму. Пора чинить лук. Вообще я хотел на самом деле починить снаряжение, прежде чем туда лезть. Забыл, конечно же. Так,
Так, 3 молотка осталось. Нормально. Так, там может быть что-то здесь, да? В любом случае надо проверить. А ты укрепляешь интеллект? Нет, ты укрепляешь привлекательность. О, кстати, этого я тоже ничего не видал. Хотя нет, видал, но только вон оттуда. Эти долины. Рядом с Андредскаром. Так, нет, давайте я буду последовательным все-таки. Вот, еще одно жилище вампиров, да? Ох, смотрите, какой парень летит на меня, серьезный. Великий призрак предков. Да, я помню, мне тут в прошлый раз не понравилось совсем. Сейчас уже все иначе. Сейчас я себя везде чувствую комфортно. С моим-то 49-м уровнем. Подумать только. Волгар. Ты какой плотный. Слушай, возможно, стоило подумать, прежде чем с Нордом лезть в плешневой, хотя... Не имеет значения, уж слишком круто. Вот твоя подружка, да? Брена. Так. Так, свиток укрепления интеллекта. Давайте сделаем это. Где он там? Или у меня... А, вот подожди. Укрепить магию? Нет, мне не интересно. В принципе, Mage Well тоже пойдет. О, скрип. Здрасте. Надо бы что-то еще поколдовать. А, вообще не важно что. Ой, скелета призовем. Все, хватит. Не получилось ничего. Так, ну, этот дом исследован. Идем к следующему. Как говорится. Забытое хранилище или прибежище, или что-то типа того. Ну, с тобой я не буду церемониться даже. Интересно, тут критический урон тоже игнорирует всю броню цели? Как в некоторых других играх. А, что, у меня минусовое значение маны, да, теперь?
Угу, действительно. Мана в минус ушла. Бывает же. Ишь ты, смотри-ка. Что случилось с вашими штанами? Или это особенность вашего клана? Что у вас женщины без штанов? Ну, красиво. Ну, вообще, она на меня напала с кухонным ножом, да? Вы видели? У них тут прям вампирский город с вампирским их бытом. Мне аж даже жалко их отчасти. О, ой-ой-ой. Последняя стрела осталась. Жили тут они, знаешь, все спокойно, и я такой пришел. Разрушил их жизни. Коварный органианин. Ой. Чё такой стрёмный? Да ну ты магии сопротивляешься, так тебя затупаю. А, это что он делает? Ладно, это все восстановится. Все забыли. А, вот еще. Так, ну это похоже все. А, заброшенный туннель, я тут был уже. Дежавю. Да, в прошлый раз из них вылез тоже шел дождь. Может, прохождение через эту дверь активирует дождь? Вот, по сути, это все, да? Вот это граница уже. Ну, в принципе, данный КФЛ практически исследован. Что можно сказать, что ну, ему действительно не хватает. Я тут почитываю периодически блоги разработчиков Tamriel Rebuild. И они довольно часто употребляют такую фразу, как плотность контента. И одна из их целей — постоянно добиваться этой самой плотности контента до тех показателей, которые были у Bethesda в этом плане. То есть, ну, действительно, если сравнивать вот эти места, да, на КФЛ он интересный, но вот этой плотности контента чувствуется, что ему не хватает. Я думаю, вы согласитесь. Он довольно обширный, но эта обширность, в общем-то, в том и заключается, что ты по всему этому лазишь, методично зачищаешь. Но квестов каких-то тут нет. Каких-то, может быть, банально даже записок, книжек, которые бы рассказывали что-то о происходящем, здесь нет. И, казалось бы, ну, хоть одна какая-то. Кстати, особняки. Какая-то задачка в Акаморе должна была меня сюда послать, но тоже нет. Не знаю, может там в конце концов есть еще Коммонна Тонг и храм. Может быть, кто-то из них меня пошлет, но не знаю, еще удастся ли мне вступить в Коммонна Тонг. Я даже сейчас не уверен, можно ли это, в принципе, но вроде можно. Давай, все, сразу это сюда.
В общем, пожаловался я этому миру, что потратил зря великий камень душ. Мир меня решил снабдить великими камнями душ. Спасибо, мир. О, смотри, что тут. Флин можно так пить. Кольцо серебряной силы. Ладно, серебряное кольцо силы. Укрепить силу. Хорошо. Берем. Тут действительно на продажу. Булка Клавианского. Явно уже зачерствевшая. О, тут может что-нибудь интересное найдется. Ну-ка. Укрепить интеллект есть. Нет. Чердак, он и есть чердак. Вот, кстати, особняки раньше были такие у кимеров. Зловещий особняк называется место. Вампиры, кстати, все еще довольно опасными врагами остаются. О, черт. Заметил, смотри-ка. Как они громко орут, да? Бестолковые стрелы из пробочника. Так. Бристолбэк, это кто такой? Есть идеи? Кожа Бристолбэка какого-то. Или может это какая-то просто дубленная кожа, не знаю. Скума. Вот, если бы раньше я собирал всякие сиридильские бренди, чтобы их продавать, то сейчас уже не буду. И без них хватает септимов в кармане. Еще один особняк. Вот, 4-й уже тут мертвец. Свеженький. Ну да, это действительно их особенность. Похоже. Вот, смотри, хилится как. О. Спасибо, хорошая штука у тебя тут была. Короче, это клан вампиров-нудистов, я понял. Все, точно, именно так. Подвал, в подвал обязательно слазим.
Опа, 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 опа. Болотная сестра, ты чё? Ну-ка, успокойся. Ишь. Ты... Слушай, это на раба похож. Ты смотри, что тут. Слушай, это может быть сейчас неприятно. Так, надо призвать кого-то срочно. Так, как я могу? Дай дрота, давай. Как называется? Фарам скролл, Милин Фарам. Ой, что эти названия? Ну-ка, взять, взять! Взять, говорю. Давай, огнем его, огнем. Отлично. Какие вампиры любят называть скотом людей. О, хлеб печется. Ну, вот это выглядит свежей едой. Я думаю, можно себя наградить обедом. Или что сейчас у нас? Да, обед по расписанию. Хакло. Покуривал вампир наш тут. Так, дружище. Ты хочешь отсюда свалить? Кэтл, видите, Скотт, как бы. Его так назвали, а он за чистую монету это принял. Что ты здесь делаешь? Что Кэтл может для тебя сделать? Скотт. Скотт следует пути раба. Бедняга. Гордый Каджит из пустыни Эльсвейра. Ну и давай. О пророчестве Нериварина мне зачесывай, начинай. Я об удачливых искателей приключений, да? Ну, отлично от этих всех. Не, короче, ему тут нормально, он даже убежать не хочет. Пошли отсюда, Дейдрот. От нашего появления тут явного восторга никто не испытывает. О, огненный тронах. Свитки призыва огненных тронафов хотя бы полегче, чем дейдротов. Блин, укрепляющих интеллект вещей не так уж много. Ой, чё ж ты так пугаешь ты? Так, подвал теперь. Так, тут есть кто-то? Ну, не кажется. Не, похоже, никого. Ну, сколько тут добра, конечно. Всякого. Разного.
всего тут свалено. Ну, тоже, по сути, все однотипно весьма. То есть, знаете, я прихожу к выводу еще, что вот подобные склады, подвалы, тоже особого смысла лутать нет. По крайней мере, в плане вот обычных всяких таких ящиков, потому что, ну вот максимум, что можно найти, это вот такое вот всякое. Ну, разве что пополнить запасы свитков. Ну, знаете, это проще... да, и дрот испарился. Это проще пополнять в магазинах. Ну. В сумме это достаточно много, конечно, в перерасчете на септимы, но... Расходные стрелы. Так, что тут еще у нас остается? Еще один особняк. Вы знаете, этот данный кафе оказался обширнее, чем я думал даже. Тут у нас, похоже, одни призраки живут. Кузница, да? Вот это приятно. Кинжал, да, стеклянный. Так, это крыло особняка исследовано. Это тоже. Теперь сюда. Так. Какие-то зелья лежат. Разорванные на кусочки бандит, да? Подвал. А тут что? Тоже подвал? Тоже подвал.
Еще один раб. Акавариок. Акавариок. Энтралет. Это так зовут кого-то, это. Его скотина. Слушай, скотина, что-нибудь скажешь? Я не могу больше. Пожалуйста, не... Я не могу с этим бороться. Ладно, посиди там. А где ваш повелитель? Он тут есть вообще у вас? Слушайте, а тоже что-то интересное. Еще и 2 крыла подвалов у них тут. Это непростой подвал, да? Давай, давай. Ковырек, вот и он. Ты сделал ошибку, придя сюда. Без приглашения, смертный. Да, знаю я. Что? Да. Блин. Да иди ты. Кого призвать? Пламенный отронах. Может что-нибудь другое сделать, кстати. Обязательно призывать. Но будет, что он может сопротивляться магии, вот что. Давай, пламенного отронаха. В путь. Взять. Нормально. Это все, что ты смог? Цилиндрической кожи. Доспехи. Пойдет. Ну, в принципе, вот он, босс вампиров повержен. К сожалению, один из рабов пал. Надо что поделать. Спасибо тебе. На здоровье. Дом забот. Интересное чтиво для вампира. А, с шиком тут он жил. Сауна.
Еще бы застрять мне тут не хватало. Так, хорошо, ладно. Тема левитация. Тут вроде бы ничего. Тут тоже. Окей, подвалы исследованы. Так, подожди, а что у него за ботинки? А, хитиновые. Вот, чердака вроде бы тут нет даже у них. Так, хорошо. Еще один особняк зачищен. Вообще, ой, я нечаянно. Особняки оказались самой большой головной болью, так скажем. Окей. Практически все. Тебя мне не хватало только. Пора уже эти ягоды белладонны использовать. Собственно, все похоже. Ну, посмотрим, может быть, здесь еще что-то. Последние места в данной кафе, а вот тут даже есть тропа. Тут еще что-то. Так, ну ладно, раз такие дела, давайте все-таки я закруглюсь. Очень я хотел весь данный кафе исследовать за один раз, но похоже, это нецелесообразно. Немножечко остатков сохраню на следующий эпизод. Вот это, похоже, какой-то путь из... уже куда-то за пределы данного кафе, да? Ну да. В долины Мифалан. Вот, посмотрим, что там в этих каналах. Что там на этой верхушке. Вот, ну да, в следующем эпизоде. Вот, ну, в принципе, мнение свое уже высказала данная кафе, ну, по крайней мере, тут есть какой-то босс вампиров явно. Какой-то смысл в этом поселении, если его можно так назвать, есть. Вот, ну что ж, спасибо, дамы и господа, вам за ваше внимание, за просмотры, за лайки, подписки и так далее. С вами был Сэр Холмс, пока-пока.